Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этой серии видео мастер-классов мы с вами свяжем вот такую огромную салфетку крючком. Как видите по рисунку, она не сильно сложная, но зато она смотрится очень эффектно. По диагонали она у меня получилась 48 сантиметров. В ней 40 рядов. Вязал я ее крючком 1,75 мм. И вот такой хлопковой пряжей. Это бразильская марка пряжи, 100% мерсеризованный хлопок. В этом моточке 500 метров и почти 150 граммов. Рекомендованный крючок под эту пряжу 1,75 мм. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей. Главное, чтобы это был 100% хлопок, потому что хлопок после блокировки лучше держит форму. По расходу у меня ушло пряжи около 500 метров. Предупреждаю сразу то, что мои мастер-классы не предназначены для совсем новичков. И если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком». Потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. Поставьте этому видео лайк, это мотивирует меня снимать больше мастер-классов. Вам не сложно, а для меня это очень важно. Подпишитесь, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю. Сзади вот так придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытаскиваем ее. У нас вот здесь образуется вот такая петелька. И теперь в эту петельку нам нужно протянуть рабочую нить. Цепляем рабочую нить. И сейчас вот так просто пока придерживаем. То есть у нас на крючке получилось 2 петли. И мы вот так их просто пальцем придерживаем. А другие пальцы из кольца аккуратно вытаскиваем, чтобы у нас ничего не развалилось. И теперь держим наше кольцо пальцами. И теперь протягиваем эту нить в нашу петлю. У нас вот так получилась петелька, мы ее затягиваем. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 24 столбика без накида. Выполняем. 1 воздушная петля подъема, она у нас за столбик не считается. И теперь вставляем крючок уже в само кольцо, цепляем нить, у нас 2 петли, и теперь их вместе провязываем. Вот получился столбик без накида. И нам нужно провязать 24 таких столбика. Первый провязали, в кольцо крючок, цепляем нить, второй столбик, в кольцо, цепляем нить, провязываем 2 петли, третий, четвертый, пятый и так далее. Провязываем в это кольцо 24 таких столбика без накида. Если вдруг у вас хвостик не будет хватать места, вы можете за него немножечко просто вот так потянуть, замкнуть немножко кольцо и продолжить вязать столбики. Итак, вот я провязал все 24 столбика. Сейчас я посчитаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот эта маленькая корявая петелька, это воздушная петля подъема, она не считается. То есть 24 столбика без накида я провязал. Теперь возвращаю крючок в нашу петлю, затягиваю. И вот за этот хвостик мы теперь аккуратно тянем и замыкаем все столбики вместе. То есть замыкаем их в кольцо. Аккуратно тяните, не сильно перетяните. Все. Теперь вот этот хвостик я сейчас беру и вот так сверху нашей рабочей нити туда-назад кладу. И вставляем крючок в самый первый столбик без накида. Напоминаю, вот корявая петля малюсенькая. Это воздушная петля, а уже нормального размера петелька, это уже самый первый столбик. В него вставляем крючок, цепляем рабочую нить и сразу через все петли протягиваем. Вот так, это соединительная петля, и таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик я сейчас возвращаю сюда, назад, и сверху работы вот так буду прокладывать, и под столбиками второго ряда мы будем этот хвостик прятать. Если он слишком у вас длинный, можете чуть обрезать, чтобы он был покороче, и сейчас мы его будем прятать. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И вот откуда мы выходим из первого столбика, мы в него же провязываем также столбик без накида.
В этом ряду у нас тоже будет 24 столбика без накида, то есть мы будем вязать по столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И при этом хвостик я сейчас прячу под столбиками. Вставляем крючок в следующий столбик, уже во второй, и провязываем столбик без накида. Опять в следующий столбик, столбик без накида. И таким образом провязываем ряд до конца, прячем хвостик, и в каждый столбик мы провязываем по одному столбику без накида. Провязали второй ряд до конца, выполнили все столбики без накида. Вот я в последний столбик выполнил столбик без накида, то есть это 24. И теперь с первым столбиком мы просто соединяемся соединительной петлей. Вставляем крючок в вершину первого столбика и провязываем соединительную петлю. Вы на всякий случай пересчитайте, сколько у вас столбиков. Должно быть 24. Потому что иногда в самом начале работы, когда мы вяжем только столбиками без накида, можно запутаться, где-то пропустить, или может наоборот на один лишний столбик провязать. Поэтому лучше пересчитайте сразу, чтобы потом не распускать работу. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. И столбик с одним накидом уже в следующий столбик. То есть вот отсюда мы выходим, здесь мы уже сделали столбик. И в следующий столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. Теперь выполняем 2 воздушные петли. 1, 2, накид. И в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Накид. В следующий столбик, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. 1, 2, накид. И вяжем столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. То есть таким образом продолжаем вязать ряд до конца. У нас идет 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, 2 воздушные. Вот так. Провязали третий ряд до конца, выполнили последние 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И теперь мы соединяемся с самым первым столбиком, то есть в нашем случае это в третью воздушную петлю подъема, просто вот так соединительной петлей. И у нас должно получиться 12 вот таких пар столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь приступаем к четвертому ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, и выполняем столбик с одним накидом прям между вот этими нашими 2 столбиками, между первым и вторым. Между ними вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Накид, и выполняем столбик с одним накидом уже в следующий столбик. 2 воздушные петли. 1, 2, накид, пропускаем арку. И в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. Опять накид. И выполняем столбик с накидом между вот этими 2 столбиками. Накид. И выполняем столбик с накидом уже в следующий столбик. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Арки 2 воздушных петель у нас также остаются. Выполняем по столбику в каждый столбик. И добавляем 1 столбик между прям этими столбиками. Провязали 4-й ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли и соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. И на протяжении всего вязания мы будем вот так выполнять воздушные петли последние и соединяться в третью воздушную петлю подъема. Я больше возвращаться к этому не буду. Если вдруг что-то изменится, то я буду обязательно это говорить. А так вы будете иметь в виду то, что мы соединяемся всегда вот таким образом. Теперь приступаем к 5-му ряду. Выполняем соединительную петлю вот между вот этим опять первым столбиком воздушными петлями подъема и между вот этим столбиком, который мы делали вот посередине. Прям не в петлю, ни в какую, а вот прям в эту дырку, скажем так, между этими столбиками провязываем соединительную. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И так мы будем делать начало ряда тоже на протяжении всей салфетки. Если что-то изменится, то я обязательно буду говорить. Накид. И вот вокруг вот этого среднего столбика нам нужно провязать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот мы сделали накид. И теперь вставляем крючок не в вершину столбика, как это обычно делается, а вот цепляем наш столбик вот так. Прям за само тело его берем.
И уже провязываем столбик с одним накидом. И таким захватом он у нас получается рельефный лицевой. Теперь выполняем накид и провязываем столбик с одним накидом вот в промежуток между вот этим средним и вот третьим столбиком. Прям туда вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Арки мы пропускаем, накид и выполняем столбик с накидом вот между первым и вот этим средним столбиком. Прям туда, в этот промежуток. Столбик с накидом. Накид и рельефный лицевой. Сделали накид и вокруг этого среднего вот так вставляем крючок за само тело столбика и провязываем уже столбик с накидом. Теперь накид и столбик с накидом вот между вот этими столбиками, средним и крайним. И так мы вот эти полоски будем делать тоже на протяжении всей салфетки. Опять 3 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется. Опять вяжем в промежутке между столбиками по столбику с накидом и рельефный вокруг этого среднего. И по 3 воздушные между такими группами столбиков. 6-й ряд. Соединительная петля в промежуток между столбиками. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. И вокруг следующего среднего столбика провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Затем столбик с одним накидом в промежуток между следующей парой столбиков. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Арки пропускаем, накид, и у нас уже раппорт повторяется. Выполняем столбик с одним накидом в промежуток между первой парой столбиков. Накид, рельефный лицевой вокруг следующего столбика среднего. Накид и в промежуток между следующими столбиками опять столбик с одним накидом. И затем опять 5 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. 7-й ряд. Соединительная петля в промежуток между первыми двумя столбиками. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид и выполняем рельефный лицевой столбик с накидом вокруг среднего столбика, как обычно. Затем накид. И в промежуток между следующей парой столбиков также столбик с одним накидом. В этом месте выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида сразу же в следующую арку из 5 воздушных. 3 воздушные. 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем столбик с накидом в промежуток между следующими двумя столбиками. Затем рельефный лицевой вокруг следующего среднего столбика. Столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. Затем у нас 3 петли, столбик без накида, 3 петли, и раппорт повторяется. Вяжем так до конца. 8-й ряд. Соединительная петля в промежуток между первыми двумя столбиками. 3 воздушные, как первый столбик с одним накидом. Накид, рельефный лицевой столбик вокруг среднего столбика. Накид, столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида. Затем опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида сразу же в следующую арку. Опять 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется. В промежуток между следующими столбиками провязываем столбик с накидом. Рельефный лицевой вокруг следующего столбика среднего. И столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. Затем у нас 3 петли, столбик без накида. 3 петли, столбик без накида и опять 3 петли. 9-й ряд. Соединительная петля в промежуток между первыми двумя столбиками. 3 воздушные, как первый столбик с накидом. И рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг среднего столбика. Столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. Здесь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И
и выполняем столбик без накида сразу же в следующую арку. Затем без всяких воздушных петель в следующую арку провязываем 3 столбика с одним накидом. Накид и провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида. Затем 3 воздушные. 1, 2, 3. И у нас раппорт повторяется. Накид. В промежуток между следующими столбиками провязываем столбик с накидом. Рельефный лицевой вокруг среднего столбика. Столбик с накидом в промежуток между следующим. Затем 3 воздушные, 3 воздушные, столбик без накида, 3 столбика с накидом, столбик без накида, опять 3 воздушные. Вяжем таким образом ряд до конца. Приступаем к 10 ряду, выполняем соединительную петлю в промежуток между следующими двумя столбиками, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и рельефный лицевой столбик с накидом вокруг следующего среднего столбика. Накид и в промежуток между следующими столбиками столбик с накидом. Затем 3 воздушные, 1, 2, 3, накид. И мы вот это все волшебство пропускаем. У нас вот здесь идут 3 столбика с накидом. И мы выполняем между первым и вторым столбиком с накидом. Провязываем столбик с накидом, то есть вставляем крючок прямо в промежуток между этими двумя столбиками. И провязываем столбик с накидом. Затем накид, и вокруг среднего столбика провязываем рельефный лицевой. То есть у нас здесь добавляется вот такая группа столбиков, которую мы здесь вот эти наши полоски вяжем. Накид, и в промежуток между вот этим и третьим столбиком с накидом провязываем столбик с накидом. То есть вот у нас такая же полоска здесь еще добавилась. Теперь 3 воздушные опять. 1, 2, 3. Накид. И вот у нас здесь, то есть столбик без накида, арку мы пропускаем, и уже раппорт повторяется в промежуток. Между столбиками провязываем столбик с накидом, затем рельефный лицевой, потом опять столбик с накидом. То есть ничего сложного, у нас просто добавилось вот еще одна такая полоска. И по 3 воздушные у нас тут также остается. Затем 3 воздушные, и вот здесь, где 3 столбика с накидом, мы провязываем вот такую нашу полоску. 11 ряд. Соединительная петля в промежуток между первыми двумя столбиками, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид и рельефный лицевой вокруг среднего столбика. Накид, и в промежуток между следующими столбиками также столбик с одним накидом. Все у нас как обычно. Здесь у нас 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. И здесь мы вяжем вот эту нашу полоску в промежуток между первыми двумя столбиками, столбик с накидом, рельефный лицевой вокруг среднего столбика и столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. 4 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется, выполняем нашу вот эту полоску. Вяжем таким образом ряд до конца. 12 ряд. Соединительная петля в промежуток между следующими двумя столбиками, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, рельефный лицевой вокруг следующего столбика среднего, накид, столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. И в этом ряду у нас будет все то же самое. 4 воздушные выполняем. 1, 2, 3, 4. И у нас уже идет следующая наша вот эта полоска. В промежуток между первым и вторым столбиком столбик с накидом, накид, рельефный лицевой вокруг среднего столбика, столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. И опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И идет уже следующая полоска. То есть ряд точно такой же. Вяжем так до конца. Приступаем к 13 ряду. Также выполняем соединительную петлю между первыми двумя столбиками. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И рельефный лицевой вокруг среднего столбика.
столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. И в этом ряду выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь провязываем нашу следующую группу столбиков. И провяжем вот этот 13 ряд и 14 ряд самостоятельно. То есть 14 ряд у нас будет опять точно такой же, как и вот этот. То есть провязываем наши вот эти группы столбиков, вот эти наши полоски, а между ними останется точно так же 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Провяжем вот этот 13 ряд и 14 ряд самостоятельно с 5 воздушными петлями между полосками. 15 ряд. Соединительная петля в промежуток между первыми двумя столбиками. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и рельефный столбик вокруг среднего столбика. Столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. В этом месте выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку выполняем столбик без накида. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И у нас уже раппорт повторяется. Мы провязываем нашу вот эту полоску. Столбик с накидом в промежуток между первыми двумя столбиками. Рельефный лицевой вокруг следующего столбика. И столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. И здесь у нас 3 петли, столбик без накида, 3 петли. Вяжем так до конца. 16 ряд. Соединительная петля в промежуток между столбиками. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Рельефный лицевой столбик вокруг следующего столбика. Столбик с одним накидом в промежуток между следующими столбиками. И здесь выполняем 2 воздушные. Столбик без накида сразу же в следующую арку 3 воздушных петель. 2 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. Опять 2 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется. В промежуток между следующими столбиками провязываем столбик с накидом. Ну, далее я уже тут довяжу, тут показывать нечего, уже мы много раз так вязали, вяжем эту полоску. То есть здесь мы выполняем 2 петли, столбик без накида, 2 петли, столбик без накида, опять 2 петли. Вяжем таким образом до конца. 17 ряд. Соединительная петля в промежуток между столбиками. Провязываем нашу вот эту полоску. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Рельефный лицевой вокруг среднего столбика. Столбик с одним накидом в промежуток между следующими столбиками. То есть эти полоски у нас остаются неизменными. В этом месте выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И выполняем столбик без накида в среднюю арку. То есть вот эти крайние арки мы будем пропускать. И в среднюю столбик без накида. Опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И здесь у нас уже раппорт повторяется. Выполняем нашу вот эту полоску в промежуток между столбиками. Столбик с накидом, затем рельефный лицевой с накидом и опять в промежуток столбик с накидом. Затем у нас 4 петли, столбик без накида в среднюю и 4 петли. Вяжем таким образом ряд до конца. 18 ряд. Соединительная петля в промежуток между столбиками. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с накидом, и рельефный лицевой столбик вокруг следующего столбика. Я тут уже быстро говорю, но смысла нет, мы уже вяжем одно и то же 1000 раз. Столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. Все, полоски мы вяжем все точно так же. А здесь в этом месте выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида сразу же в следующую арку. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. Опять 3 воздушные. И у нас уже раппорт повторяется. В промежуток между столбиками провязываем столбик с накидом, затем рельефный лицевой с накидом, затем опять столбик с накидом в промежуток. Все, полоски такие же, а здесь мы вяжем 3 петли, столбик без накида, 3 петли, столбик без накида в следующую арку и опять 3 петли. Вяжем таким образом ряд до конца. 19 ряд. Соединительная петля в промежуток между столбиками, 3 воздушные, как первый столбик с одним накидом, рельефный лицевой
вокруг среднего столбика, столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. И здесь выполняем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И выполняем столбик без накида вот в эту среднюю арку, то есть вот эти крайние пропускаем и в среднюю столбик без накида. Затем опять 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И у нас уже раппорт повторяется, мы выполняем нашу вот эту полоску в промежуток между столбиками. Столбик с накидом, рельефный лицевой вокруг следующего и следующий столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками. Далее у нас 4 петли, столбик без накида, 4 петли, столбик без накида в среднюю арку. 20 ряд. Соединительная петля в промежуток между первыми двумя столбиками, 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг среднего столбика и столбик с одним накидом в промежуток между следующими столбиками. В этом месте выполняем 3 воздушные петли, столбик без накида сразу же в следующую арку 4 петель, 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку 4 петель, опять 3 воздушные, и у нас уже раппорт повторяется. Столбик с накидом в промежуток между следующими столбиками, рельефный лицевой вокруг следующего и столбик с накидом в промежуток между следующими. Полоски такие же, а здесь у нас 3 петли, столбик без накида, 3 петли, столбик без накида и опять 3 петли. Вяжем так до конца. Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, было полезным, интересным. Мне будет очень приятно об этом узнать, ну а ваши лайки скажут об этом лучше всего. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и заглядывайте ко мне в Инстаграм. А с вами был я, Эд. До скорого!